1946 год. Мир только начал восстанавливаться после разрушений Второй мировой войны. И именно в этот год американские ученые решили провести серию секретных медицинских экспериментов, способных вызвать шок и ужас у нормальных людей. Медицина как наука стремится к пониманию и лечению заболеваний, а исследования играют ключевую роль в этом процессе. Новые методы лечения, разработка эффективных препаратов и диагностических средств – все это стало возможным благодаря тщательным исследованиям и открытиям. Однако у многих открытий есть и темная сторона. Проект Гватемала – яркий пример того, как стремление к новым знаниям может привести к ужасающим последствиям. Целью экспериментов было изучить эффективность пенициллина в профилактике и лечении половых заболеваний. Эксперименты проводились с 1946 по 1948 год под покровительством США и осуществлялись американскими исследователями в соавторстве с местными медицинскими учреждениями Гватемалы в Центральной Америке. На первый взгляд это может показаться похвальной миссией в борьбе с инфекционными заболеваниями, если бы не один ужасный факт. Исследования в Гватемале включали в себя принудительное заражение подопытных сифилисом, гонореей или мягким шанкром без их согласия и надлежащего лечения. Среди жертв были заключенные, пациенты психиатрических больниц, солдаты, дети-сироты и люди из незащищенных социальных слоев. Некоторые из них были заражены путем прямого контакта с больными, другие – инъекциями, остальные – посредством орального или насильственного полового сношения. Исследования включали в себя внушительное число подопытных, которые не были должным образом проинформированы о характере эксперимента. Более того, некоторые из участников были инфицированы намеренно, без их согласия. Одна из таких пациенток – Мария Тереза Лариос, которая была заражена сифилисом в возрасте 17 лет. Она была пациенткой психиатрической больницы в Аматитлане, где американские врачи проводили свои опыты. Они ввели ей инъекцию с кровью больного сифилисом. Как вы уже догадались, врачи не проинформировали ее ни о содержимом препарата, ни о последствиях его введения. После этого Мария стала испытывать сильные боли, высыпание, головокружение и слабость. Она не получала никакого лечения, а только наблюдалась врачами. Подопытная не знала, что у нее сифилис, пока не вышла замуж и не родила ребенка, который умер через несколько дней от врожденной инфекции. Ее муж тоже заразился сифилисом и умер через несколько лет. Она осталась одна, страдая от последствий болезни, которая повредила ее сердце, печень, почки и нервную систему. Мария Тереза Лариос умерла в 2009 году, не дожив до того, чтобы хотя бы услышать извинения США за то, что с ней сделали. В 1947 году Хуан Лопес был заражен гонореей, когда ему было 19 лет. Он был заключенным в тюрьме в городе Кабан, где американские врачи проводили свои опыты. Они ввели ему инъекцию с культурой гонококков, тоже без должного информирования и согласия. После этого Хуан стал испытывать сильные боли, выделения, лихорадку и слабость. Он также не получал никакого лечения, а только наблюдался врачами. Он не знал, что у него гонорея, пока не был освобожден из тюрьмы и не попытался завести семью. В итоге мужчина не мог иметь детей, так как болезнь повредила его репродуктивную систему. Хуан остался один, страдая от последствий болезни, которая повлияла на его здоровье, работу и отношения. Он умер в 2008 году. Но еще одна вопиющая история – судьба Росы Рамирес, которая была заражена мягким шанкром в 1948 году, когда ей было 16 лет. Она была сиротой, которая жила в приюте в городе Антигуа. Врачи ввели ей инъекцию с культурой духрея, не сказав ей, что это за лекарство. После этого она стала испытывать сильные боли, язвы, кровотечение и слабость. Как и многие другие подопытные, она не получала никакого лечения, а только наблюдалась врачами. Она не знала, что у нее мягкий шанкр, пока не попала в больницу с тяжелой анемией и сепсисом. Девушка чудом выжила, но болезнь оставила на ее теле и лице ужасные шрамы. В итоге она не могла найти работу и создать семью, так как все отвергали ее из-за ее внешности. Она осталась одна, страдая от последствий болезни, которая разрушила ее жизнь. Роса Рамирес умерла в 2010 году.
также не дожив до того, чтобы услышать официальные извинения США. Эти эксперименты были скрыты от общественности вплоть до 2010 года, когда историк Сьюзан Реверби обнаружила архивные документы, связанные с проектом. Точное количество людей, пострадавших от экспериментов в Гватемале, сложно определить из-за ограниченной доступности данных и характера проведенных исследований. Однако комиссия, созданная правительством Гватемалы и Всемирной организацией здравоохранения, оценила, что в исследования были вовлечены не менее 1300 человек. Когда подробности проекта Гватемала стали известны, они вызвали глубокое недовольство и шок в мировом обществе. Люди по всему миру выражали свое негодование по поводу безнравственных методов исследований, особенно в условиях, когда наука должна служить человеку, а не наоборот. Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО осудили подобные нарушения этических стандартов и потребовали строгих мер против тех, кто был ответственен за проведение этих экспериментов. США также были вынуждены предпринять шаги для возмещения морального и этического ущерба, вызванного их собственными исследованиями в Гватемале. В 2010 году президент США Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон официально извинились перед гватемальским народом за эти эксперименты. Затем в 2011 году около 700 жертв эксперимента подали иск в суд США, требуя компенсации за причиненный ущерб. Но суд отклонил их иск, сославшись на иммунитет правительства США. Суд также отклонил и апелляцию. В 2013 году гватемальский президент Отто Перес Молина заявил, что США должны не только извиниться, но и предоставить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание пострадавшим и их потомкам. Спустя 2 года гватемальский суд признал виновными в нарушении прав человека 2 врачей, участвовавших в проекте, и приговорил их к символическому штрафу в 1 кецаль каждому, около 13 центов США. Тогда же Гватемальский правозащитный центр подал иск в Международный суд ООН, обвиняя США в геноциде и преступлениях против человечности. В 2017 году Гватемальский Сенат принял резолюцию, призывающую правительство США к полному раскрытию информации о проекте и к сотрудничеству с гватемальскими властями в расследовании и возмещении ущерба. В настоящее время жертвы проекта «Гватемала» продолжают бороться за получение компенсации и признания своих прав. Они также требуют, чтобы правительство Гватемалы предоставило им медицинскую помощь и социальную поддержку. По данным исследователей, около 20% зараженных в ходе эксперимента умерли от осложнений, а у 8% были дети с врожденными пороками. Многие другие пострадали от хронических заболеваний. Проект повлиял не только на физическое, но и на психологическое здоровье пострадавших и их семей, вызвав у них депрессию, тревогу, стыд и стигматизацию. Проект «Гватемала» стал символом того, что может произойти, когда научные интересы превышают уважение к человеческой жизни и правам. Это бедствие также выявило уязвимость многих слоев населения, особенно в бедных странах и сообществах. Защита их прав стала важной проблемой для общества в целом. Подобные события побудили мировое сообщество переосмыслить и усовершенствовать этические стандарты в медицинских исследованиях, усилить требования к информированному согласию участников, более строгому медицинскому контролю, а также к созданию независимых этических комитетов для оценки и контроля медицинских исследований. Именно благодаря широкой общественной реакции были созданы и усовершенствованы этические стандарты в медицинской науке. Однако вернуть загубленные жизни и здоровье людей это уже не сможет. Нам, как человечеству, нужно помнить, что любая жизнь уникальна и неповторима, а значит, она бесценна. Мы должны начать ценить и беречь жизни других людей, как свои собственные. Только так мы сможем создать справедливое общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности, иметь равные возможности и право на счастливую жизнь.